Давно я не был в Ермолино. Это небольшая узловая станция в Ивановской области. На дворе конец октября. Выпал первый серьезный снег. А я помню, как я первый раз здесь оказался. Это было в далеком августе 2010 года. Мы тогда первый раз приехали в Ивановскую область. Первый раз в Иваново. И все началось именно с этой небольшой узловой станции. Ох, были времена. Тогда здесь, конечно, было все иначе. Станция-то, конечно, осталась такой же, но поезда ходили другие. Например, тогда здесь не было РА-3. И, в принципе, не было такого количества пригородных поездов. Тогда все представлялось скромными 2 парами на Ярославль и 2 парами на Кинешму. Это были классические пригороды с вагонами северной железной дороги, зеленые с синеньким. Это были красивые тепловозы, либо ТЭП-70, либо 2Т-10У-Т, которые тоже очень были красивые. Эти были синие, были красные. До чего стоит только один 2Т-10МК 2600, который был сначала красный, с его серебристой табличкой, потом синий. Помню, что мы тогда пошли пешком отсюда, дошли аж до станции Строкино, то есть прошли целый перегон. А кроме вот этого всего, что я сказал, здесь тогда были всевозможные 2Т-10, боже, 2Т-10М, 2Т-10У и главная изюминка 2Т-10В. Тогда даже один сняли, насколько помню, 1, может 2. Было тепло, солнечно. Мы тогда бабахнули вот этот весь перегон. Вот так вот ушли, дошли до Строкино. И вот гуляли мы вот так вот, приехав с поезда, с этого сойдя, утром, считаешь, до 3 часов. Потому что это вот сейчас они ходят, эти пригороды, раз-два, туда-сюда. Там, грубо говоря, чуть ли не каждый час. А тогда вот, утром скрестился он с нашим поездом, потом приехал на Кинешму, и все. И потом только в 3. Вот мы до 3 гуляли, потом сели в пригород, забитый битком, народу в нем было. Доехали до Иваново. Помню, как мы там нашли тогда МАК на Лежневской улице, где-то в районе автовокзала, что очень далеко, кстати, от ЖД вокзала. Тогда же мы еще и познакомились с узкоколейкой. Но это уже совсем другая история. Мы приехали на станцию Домовица, железнодорожная линия Иваново-Ярославль, трехпутный разъезд в лесу Ивановской области. Из интересного, здесь есть вот это чудесное деревянное здание вокзала, зал ожидания, к сожалению, прошел капремонт, а также колодец. А привез нас сюда этот красавчик Орлан. Дизель-поезд РА-3 054. Эти поезда строились на Мытищинском машиностроительном заводе с 2019 года по 2022 год. Производство было прекращено из-за санкций, потому что на нем установлен не российский дизель. Дизель-поезд РА-3 появился в качестве замены для чехословацких автоматрис АЧ-2. Так что первыми регионами, где появились эти красавчики, стали Смоленская, Брянская, Орловская и Курская области, где работали АЧ-2. В 2019 году все АЧ-2 были заменены Орланами. После этого Орланы начали поступать и в другие российские регионы, заменяя собой пригородные поезда на локомотивной тяге. Например, здесь, в Ивановской области, больше нету пригородного поезда в виде тепловоза ТЭП-70 и парочки вагонов. Все заменено Орланами, что, на мой личный взгляд, прекрасно. Тем более, что и интервалы движения здесь сократились.
Всего с 2019 по 2022 год был построено 91 поезд РА-3. Их эксплуатируют российские железные дороги, Центральная пригородная пассажирская компания, а также Крымская железная дорога. РА-3 представляет собой 2- или 3-вагонный дизель-поезд, у которого дизельная установка находится под головными вагонами. Компоновка промежуточного вагона стандартная для России – 2 тамбура и пассажирский салон. А в головных вагонах единственный тамбур делит салон на 2 части. Кстати, такая же компоновка головных вагонов есть в АЧ-2 и в РА-2. И я один не понимаю, почему она используется. Если вы знаете, объясните в комментариях. РА-3 хороши всем. Они современные, они красивые, они уютные, и в них удобный салон. Но у меня возникает вопрос к тем, кто заказывал их и изготавливал. Дело в том, что РА-3 эксплуатируется на ветках с низкими пассажирскими платформами, при том, что сами являются высокопольными поездами. Что-то пошло не так. А вы на канале Блог ЖД Фотографа. С вами Игорь Абросимов и Автобус Мастер. И мы приехали в Ивановскую область, чтобы показать вам, какие крутые поезда ездят здесь. Смотри, там поезд, а ты разговариваешь. Ой, блин, срочно фоткать! А вы на канале Блог ЖД Фотографа. С вами Игорь Абросимов и Автобус Мастер. И мы приехали в Ивановскую область, чтобы показать вам, какие интересные поезда ездят здесь. А потом мы поедем и в сам город Иваново, чтобы посмотреть, во что превратился ивановский троллейбус. Найдем там остатки трамвая и электрической узкоколейки, а также невесту для Автобус Мастера. Ведь Иваново — это город невест. Поехали! А мы находимся на перегоне Фурманов-Домовица железнодорожной линии Ярославль-Иваново. И это тот редкий для России случай, когда пригородное движение не убирается, а наоборот расширяется. Если раньше здесь ходили только 2 пары пригородных поездов до Ярославля, то теперь пригородные поезда ходят до Нерехта, до Фурманова, а также буквально только что были запущены поезда до станции Волгореченск. Впрочем, и до Ярославля тоже можно доехать с пересадочкой в Нерехте. Все, что ты сказал, это замечательно, это прекрасно. Но в любую бочку меда можно положить ложку дегтя. И я это сделаю. Ты рассказываешь нам про современные замечательные РА-3. Но подумай, задумайся, что раньше здесь ездили вкуснейшие синие Т-7 или не менее вкусные 2 Т-10УТ или Т-70 с огромным количеством плацкартных или сидячих вагонах в классической раскраске северной железной дороги с сине-зеленой расцветки с белыми буквами СЖД. Разве это не прекрасно? Да и прямое сообщение с Ярославлем без какой-либо пересадки намного удобней. Ну, знаешь, вообще-то ты прав. Я бы тоже с гораздо большим удовольствием сфотографировал там Т-7 или 2 Т-10, чем эти скучные РА-3. В грузовом движении здесь ездят тепловозы 2Т-116УД, в простонародье Удна. Эти локомотивы строились с 2012 по 2015 год на Луганском тепловозостроительном заводе. Их легко спутают с 2Т-116У, потому что внешне они ничем не отличаются. Но в 2Т-116УД установлен американский дизель, благодаря чему этот тепловоз слышно за многие километры. Точно так же, как было слышно в свое время серию 2Т-10. Я не знаю, слышно ли сейчас на видео, но там едет еще один тепловоз. Он очень-очень далеко, а слышно его уже на протяжении минут 15. Как думаешь, что это? Удна. Очевидно, что это Удна. Хотя по звуку, конечно, Удна очень похоже на 2 Т-10 классический. Но их здесь не водится. 2 Т-116УД составляют основу парка депо Иваново. Их здесь 57 штук. Также, если очень сильно повезет, можно поймать обычные 2 Т-116. В конце 2010-х годов 11 таких тепловозов было передано в Иваново с других дорог. Пассажирское сообщение на этой линии представлено 2 круглогодичными поездами, а также летом добавляются поезда, идущие к Черному морю. Пассажирские тепловозы здесь — это, во-первых, ТЭП-70БС, приписки депо Иваново. О тепловозах ТЭП-70БС я рассказывал вот в этом видео про Осташков. А также с Октябрьской железной дороги сюда могут заехать обычные ТЭП-70.
Хотя, если честно, то все локомотивы, которые ездят здесь, лично мне не кажутся слишком интересными. И если среди Type 70 BS еще можно отыскать экземпляры в оригинальной заводской красной окраске, то 2T116UD все сплошняком покрашены в корпоративные цвета. То ли дело локомотивы депо Иваново в 2010 году. Ох уж эти цветные времена. Но о них вам сейчас расскажет автобус-мастер в нашей новой рубрике «А вот раньше». Рабочее название пока будет такое. Наслаждайтесь. Наверное, это оказался самым, может быть, красивым тепловозом, который можно было увидеть. Это 2Т10 МК 2600. Тогда он еще был абсолютно красный. Все остальные тепловозы депо Иваново тогда были обычно зелеными. 2Т10У, 2Т10М, в конце концов 2Т10В. А ты 70 возьми. Нет, погоди, не вырезай. Пускай я уже все это говорил в начале видео, зато сейчас ты вставишь другие фотки в качестве иллюстрации. Тебе ведь надо похвастаться своими старыми фотками, не так ли? Так вот. Они были и красно какие-то, желто-бордово-черные какие-то, и сине-красно какие-то с желтой полосой с оранжевой. В Иваново красили их отлично. Ну и, конечно же, моя любовь 2Т10 УТ. Всегда любил половинки грузовых тепловозов в пассажирском движении. И, кстати, иногда ездили они не половинками, а сцепленные в полноценный двухсекционный тепловоз. Но, однако, уже после годов 14-х стало все это сходить на нет. И цветастые тапки ушли. Появились, правда, морковные, но это уже была такая распространенная практика после ремонтов. На многих дорогах они были. И УТшки стали уходить. Сейчас, в принципе, на северной разве что УТшку можно снять где-нибудь там, где-нибудь далеко-далеко в Коме. И ни вэшек тебе никаких. Ничего этого больше нет, ребята. Теперь здесь царство Удин, БСов и Рашек. Новый остановочный пункт 335 километр, который раньше существовал только на карте, а сейчас здесь сделали какую-никакую, но платформу. В Ивановской области пригородное движение развивается, что не может не радовать. После холодного снежного перегона мы наконец-то приехали в Иваново, где нас встречает вот это чудесное здание железнодорожного вокзала. Оно было открыто в 1933 году и построено по проекту архитектора Каверинского в конструктивистском стиле. Здание было рассчитано на одновременное пребывание 2500 человек в одном огромном зале. Впоследствии здание несколько раз реконструировалось. В ходе одной из реконструкций зал был поделен на две части. Последняя реконструкция здания проводилась с 2018 по 2020 год. Один из залов, так называемый «Синий зал», оформлен в стиле 1950-х годов и используется в качестве зала ожидания для пассажиров, а второй зал, красный, является выставочной площадкой. И поскольку город Иваново славится своей текстильной промышленностью, в выставочном зале можно увидеть различные макеты костюмов, которые использовались в том числе для театральных постановок, а также здесь есть стенды с историей их создания. Вокзал однозначно крутой. А теперь посмотрим, какая здесь привокзальная площадь. Крутые двери есть. Еще более крутые двери с полукруглыми стеклами. Потрясающе. А вот привокзальная площадь примерно такая же, как и в Выборге.
или в Рязани, или да где угодно еще. Стоянка, как всегда. Лучше бы я оставался в вокзале. Но стоит просто обернуться из этой грязи, и можно увидеть, как этот чудесный вокзал выглядит снаружи. Обожаю конструктивистские здания. Посмотрите на его потрясающий внешний вид. Какой чудесный серо-красный фасад. Как он здорово смотрится. И вообще, мне нравится вон та огромная мозаика. У меня в Дзене есть много статей о том, как глупые московские власти уничтожили троллейбус. Тем не менее, в комментариях находятся диванные эксперты, которые заявляют, что провода уродовали облик города. Как же хорошо, что кроме проводов совсем ничего больше не уродует облик городов. Вот скажите мне, для кого здесь на выезде с парковки установили знак «Уступи дорогу», знак «Одностороннее движение», 2 знака в кислотной обводке, знак парковки? Здесь водители что, тупые или слепые, не сообразят, что нужно уступить дорогу, выезжая с прилегающей территории? Только испортили весь вид на чудесный вокзал. Ужас. Ивановский железнодорожный вокзал – это однозначно 10 Выборгов из 10. Он реконструирован, на мой взгляд, достаточно круто и заслуживает высокой оценки. Что касается привокзальной площади, то это 2 ведра болотной тины из 10. Хотя, с другой стороны, может быть, все нормально, так и должно быть, просто время года неудачное. А как можно было сделать так, чтобы пешеходы не ходили по лужам? Очень просто. Эта технология называется приподнятый пешеходный переход. А это историческое здание вокзала 1894 года постройки, выполненное в русском стиле. Вот еще один артефакт из прошлого. Металлическая опора, которая раньше держала контактную сеть троллейбусов и трамваев. А это троллейбус УТТЗ «Горожанин» в кузове автобуса НИФАС 5299. Полюбуйтесь, какой красавчик. Я думаю, что мы в нем прокатимся сегодня. Если есть у вас в городе приподнятый пешеходный переход, значит, обувь у вас будет сухая совсем. Внезапная инспекция случайного двора. Город Иваново. Смотрим. Пока не видит автобус-мастер. Должен же я найти здесь хоть что-то красивое. Нужно же хоть чему-то удивиться. Старая подстанция с деревянными воротами. Пожалуй, что на этом все. Продолжим наш поход по городу Иваново. О боже мой, это ЗИУ-682 НЕК КВР Иваново. Довольно редкий для этого города троллейбус. Смотрим на него. Эх, жалко, с погодой не повезло. Были бы они тогда все чистые. А так, я чувствую, сейчас без единой фотографии уеду. А это Введенский женский монастырь, визитная карточка города Иваново. Храм начали строить в 1901 году. В советское время здесь располагался архив КГБ, а в 1990 году здание вернули Русской Православной Церкви. Самый старый троллейбус в Иваново, который выходит на маршрут, построен в 1985 году. ЗИУ-682В. Он прошел модернизацию на местном троллейбусном депо, и сейчас мы в нем прокатимся. Добро пожаловать в троллейбус 1985 года.
Что можно сказать про этот троллейбус? Он, конечно, 1985 года, типа самый старый, и поэтому, по идее, должен быть интересным. Но он, во-первых, в рекламе, во-вторых, он не оригинальный, и в-третьих, он не очень-то и ухоженный. Так что, хоть он и старый, если его внезапно порежут на металлолом, лично мне не будет особенно жалко. Следующий троллейбус, в котором мы прокатимся, это ЗИУ 682Г, судя по всему. Он интересен тем, что это самый обычный ЗИУ, без всяких ивановских модернизаций. Без огромного ящика на крыше и со старыми сиденьями. Вот сейчас мы его и протестируем. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Студенческая. Этот, как выяснилось, гоночный троллейбус называется ЗИУ 682Г00 1991 года выпуска. Я не буду обвинять его в том, что он неухоженный, потому что вряд ли ему осталось ездить долго. А вот чего ему не занимать, так это скорости. Вы сами прекрасно видели, как он гоняет по улицам города. Все бы троллейбусы так ездили. А самый новый троллейбус города Иваново — это «Адмиралы» 2020-2021 года поставки. Всего в городе есть 39 таких троллейбусов, они окрашены в красный цвет. Подробнее об этих троллейбусах я рассказывал вот в этом видео про Саратов. Одно из моих лучших видео, не устаю его рекламировать. И еще один весьма редкий для Иванова ЗИУ 682Г без ивановской модернизации. Да еще и сравнительно чистый, надо было его сфоткать. А следом за ним едет УТТЗ «Горожанин» в кузове автобуса НИФАС 5299. А вот этот троллейбус называется УТТЗ 6241-1002 «Горожанин». В Иваново есть 5 таких троллейбусов 2019 года выпуска. Кстати, мне одному кажется, что здесь все троллейбусы гоняют как гоночные автомобили. Если так, то это просто прекрасно. Огромный плюс в копилку преимуществ троллейбуса. Мой любимый конструктивизм. Это дом «Корабль», один из главных архитектурных памятников города Иваново. Он построен в 1929-30 годах архитектором Фридманом.
И, как вы уже поняли, свое название он получил благодаря своей форме, которая напоминает что? Корабль, естественно, конечно. Давайте же проведем в этом доме внезапную инспекцию случайного двора, а заодно посмотрим его более детально. Итак, мы заходим во двор этого чудесного памятника конструктивизма и посмотрим сейчас, что из себя он представляет. Может даже не скомментировать, я даже не знаю. Ну, давайте посмотрим. Какая замечательная кирпичная кладка, посмотрите, как красиво. Наверное. Что можно сказать про этот двор? Мне кажется, у памятника конструктивизма должен быть двор какой-то другой. Здесь много снега, много машин, здесь есть деревья, детская площадка весьма стандартная. Ну, наверное, это нормально. Ух ты, здесь сохранились оригинальные оконные рамы. Это круто. А вот дверь, скорее всего, давно уже поменяли. Наверняка здесь изначально была установлена какая-нибудь крутая деревянная резная дверь, а теперь вот это китайское железное полотно. Ну, неважно. Главное, что само здание до сих пор стоит здесь и является памятником архитектуры. Таким образом, снос ему, скорее всего, не грозит. И по соседству с домом-кораблем стоит еще один похожий дом в стиле конструктивизма, судя по всему. Ух ты, здесь даже есть печная труба. Как интересно. Ого, сколько здесь красивой архитектуры. Посмотрите, пятиэтажки, сталинки. И даже вот этот корпус дома-корабля. Как это здорово. Просто потрясающее место. И даже вот эта крутая старая Нива радует глаз. Такая желтенькая и такая заснеженная. Какое классное производственное здание. Вы только полюбуйтесь на его кирпичную кладку и на эту крутую огромную пожарную лестницу. Просто потрясающее место. А сейчас самое подходящее время, чтобы рассказать немножко истории города Иваново. Поскольку речь идет про город, а не про троллейбусы или трамваи, я ничего не заучил, так что буду немножко подглядывать шпаргалку. Итак, город Иваново стоит на реке Уводь в 249 километрах к северо-востоку от Москвы. Численность населения, по данным Википедии, составляет 360 с небольшим тысяч человек. Статус города Иваново имеет с 1871 года. Да? Да. Первое упоминание в документах относится к 1608 году в книгах Троицы-Сергиевой Лавры. В Иваново с 17 века хорошо развито текстильное производство. И город даже получил в свое время прозвище «Город невест», потому что на текстильных фабриках трудилось много женщин. В городе есть троллейбусы, автобусы, маршрутки. До 2008 года был трамвай. Также здесь есть железнодорожное сообщение и, конечно же, много-много автомобилей. И, кстати, нам крупно не повезло с погодой, потому что прямо накануне нашего приезда выпал снег. И в тот же день начал таять, поэтому сегодня мокро и грязно. Так что не обессудьте. По этой причине троллейбусы сегодня все грязные, так что я не буду обвинять их в том, что их не моют. Уверен, что в сухую погоду они все ездят достаточно чисто. Потому что, по моим впечатлениям, отношение к троллейбусам здесь очень даже хорошее, а не как в какой-нибудь Рязани. Хотя, с другой стороны, я не был в Рязани с 21 года, а там много поменялось. Пишите в комментариях, стоит ли мне приехать в Рязань еще раз и обновить свое мнение о ней. Да чего же крутой конструктивистский двор. Как здесь красиво, как мне нравится эта кирпичная кладка, эти небольшие красивые дома. Это вам не пиковские коробки. Хотя, если честно, если бы пиковские коробки были не такими высокими, я бы к ним гораздо меньше придирался. Проблема-то в основном в количестве этажей, а не в стиле их постройки. А сейчас мы зададим неожиданный вопрос автобус-мастеру. Итак, дружище, как тебе дом-корабль? Никак. Никак? Ты чё? Это же дом-корабль и памятник конструктивизма. Ты шо, дружище? Каким состоянием памятник разрухи коммунизма. Памятник разрухи коммунизма, к сожалению, в этом я с тобой соглашусь. Определенно, дому необходим как минимум косметический ремонт. Как я уже сказал, в Иваново есть троллейбусы. Они здесь ездят с 1962 года. В городе действует 11 маршрутов, 2 из которых были открыты в 2000-е годы взамен закрываемому трамваю. Для оплаты проезда здесь предусмотрены различные тарифы. Например, есть тариф «Одна поездка» за 26 рублей. Дайте мне 26 рублей на метро, пожалуйста. Есть тариф за 58 рублей на целый день, есть тариф за 406 рублей на неделю и есть тариф за 1100 рублей на целый месяц. Правда, я так и не понял, как купить все остальные тарифы, кроме одноразового, потому что в троллейбусе можно тупо прислонить карту и все. Это топ-5 самых распространенных троллейбусов города Иваново. На первом месте ЗИУ-682 различных модификаций, а их здесь целая гора. 53 штуки. На втором месте ПКТС «Адмирал». Вот этот.
39 штук. На третьем месте барабанная дробь УТТЗ «Горожанин» в количестве 5 штук. На четвертом месте Тролза Оптима в количестве тоже 5 штук. И на пятом месте ЛиАЗ 5280. Троллейбус в кузове автобуса ЛиАЗ 5256. Кстати, мне так жаль, что сегодня все троллейбусы грязные, и поэтому я даже их не фоткаю. А все потому, что ночью прошел дурацкий снегопад. А сегодня не так уж и холодно. Поэтому все это тает, и, естественно, грязь летит на все троллейбусы. Даже на новенькие «Горожанины». Поэтому я сегодня даже не сделал ни одной фотки с троллейбусом. Зачем мне фоткать грязные троллейбусы? Проще приехать в Иваново еще раз. Подвижной состав ивановского троллейбуса в последнее время активно обновлялся. Например, в 2018 году сюда приехали 20 троллейбусов из Москвы. Среди них были Трользы Оптима, БКМы 201, а также Трользы Мегаполис Гармошка, которая, о чудо, даже выходила на маршруты. Правда, недолго, сейчас она, конечно, уже списана. В 2019 году город получил 5 новеньких троллейбусов УТТЗ «Горожанин», а с 2020 по 2021 была поставка «Адмиралов» в количестве 39 штук. Так что, мне кажется, ивановскому троллейбусу никакое закрытие не грозит. Система выглядит стабильно, троллейбусы ездят быстро, они ухоженные, они обновляются. Так что, вроде бы все супер. За Иваново можно только порадоваться. Нет, еще раз В смысле нет? Старые кастрюльные ведра выглядят супер. Да они старые кастрюльные ведра, в котором мох растет в оконных рамах. За исключением, впрочем, старых троллейбусов ЗИУ-682, в которых уже мох в окнах вырос. Но я думаю, что скоро их все равно заменят. Ставьте лайк, если тоже будете по ним скучать. Хотя я не уверен, что я буду скучать по троллейбусу, у которого мох рос в окне. А теперь, внимание, берите ваши карандаши и тетрадочки и записывайте сложную тему. Разновидности ЗИУ-682 в городе Иваново. Это настолько сложная тема, что я даже не пытался выучить все их модификации. Итак, друзья, ивановский ЗИУ-682. Модификации, которые можно встретить здесь, вот такие. Эти троллейбусы отличаются друг от друга, возможно, электрическими схемами, какими-нибудь деталями в салоне, форточками. Мне неохота даже самому в этом разбираться. Какая разница, в конце концов? Поэтому я разделил для себя эти троллейбусы по внешнему виду. Итак, друзья, первая группа. ЗИУ-682 КР Иваново. Это как старые ЗИУ, так и собранные с нуля на территории первого троллейбусного депо. Их отличительная особенность – ящик с электрооборудованием вынесен на крышу над кабиной водителя. Вторая группа – это обычные ЗИУ-682, которые не тронуты капитальным ремонтом и сохранили свой внешний вид с завода имени Урицкого. И третья группа – это ЗИУ-682 ГМ. ЗИУ-682, которые модернизировались на московском троллейбусно-ремонтном заводе. Отличительная особенность таких троллейбусов – полностью квадратный кузов, а также электрооборудование, вынесенное на крышу. Господи, да кому только интересен весь этот троллейбусный бред, интересно. Вам вот интересно? Напишите хоть в комментариях, а насчет для кого я тут распинаюсь-то вообще. Поскольку сегодня отвратительная грязная погода и быстро темнеет, я не сфотографировал следующие троллейбусы, которые показались мне интересными. Борт 505. Троллз Оптима со старой мордой и в красивой бело-зеленой окраске. Борты 473, 476, 480. ЗИУ-682Г, которые сохранились в первозданном виде, без капитального ремонта Иваново. 386. Желтый ЗИУ-682 КР Иваново. 343. Еще один ЗИУ-682 КР Иваново с интересной мордой и с фарами от автобуса Мерседес или ГАЛАЗ, не знаю точно. 455. ЗИУ-682 ГМ1. Модернизация на московском троллейбусно-ремонтном заводе с узкой передней дверью. Хо-хо-хо-хо. Наверное, человека два сейчас поймут, в чем прикол этого троллейбуса. 497. Точно такой же, но только с широкой передней дверью. В принципе, эти троллейбусы не такие уж интересные, просто раньше они были в Москве. И просто я по ним скучаю, вот и все. Вот и вся причина, почему я хотел бы их сфоткать. Уж не знаю, получится ли у меня приехать в Иваново до того, как все это добро посписывают, поэтому пока что придется показать вам фотки, взятые со СТТС. Скажите спасибо авторам, которые их сделали вместо меня. Я бы сам сделал, но при такой погоде я даже не хочу доставать фотик. Как тебе погода? Правда отличная? Игорь, ты очень вовремя. Когда я пытаюсь заказать такси, ты мне предлагаешь тебе что-то ответить насчет погоды. Это же гениально, Карл. А куда он заказывает такси? А он заказывает такси на узкоколейку силикатного завода. Мы сейчас поедем и посмотрим, что от нее осталось. Потому что в 2018 году движение поездов по ней прекратилось. Ну ладно, это я забегаю вперед. Давайте туда приедем и во всем с вами разберемся. Опять 25. Что
то не город, то какая-нибудь промзона, окраина. Вечно не успеваем толком налюбоваться на красивости. Но сейчас мы приехали на окраину не просто так, а для того, чтобы познакомиться с остатками узкоколейки Ивановского силикатного завода. Эта узкоколейка была интересна тем, что здесь ездили электровозы. Электрифицированная узкоколейка – редкость. Итак, друзья, это трасса бывшей Ивановской узкоколейки силикатного завода. Здесь было два пути, и здесь ездили милые электровозы К-10 с двумя, по-моему, это называется думпкара, и перевозили песок с песочного карьера на, собственно говоря, силикатный завод. Здесь из всей инфраструктуры остался только вот этот бетонный столб, на который, видимо, крепилась контактная сеть, а все остальное здесь уже выдернули. Зато здесь есть следы путей на переезде, которые уже давно забетонировали, но рельсы под этим асфальтом все еще лежат. И это хороший повод рассказать кратенько о состоянии дорог в городе Иваново. Хорошо, наверное, было жить в этом доме, когда действовала узкоколейка. Выходишь утром на балкон, птички поют, солнышко светит, электровоз К-10 тянет два думпкара с песочком. А сейчас здесь картина примерно такая. Итак, мы двигаемся в сторону Ивановского силикатного завода по трассе бывшей узкоколейки. Здесь все еще лежат под снегом шпалы. Давайте посмотрим. Да, действительно, вот и шпала. Хотя нет, это трава. Ну и шпалы здесь тоже есть. Возможно, мне просто не повезло, я наступил на раскромсанную шпалу. Но здесь вот валяются еще отдельно шпала. Рельсов здесь давно уже нет. Столов контактной сети тоже, как видите, нет. Я сам капитан очевидность. Ну и, конечно же, контактной сети здесь тоже уже давным-давно нет. Как тебе узкоколейка? Удручающе. С вами Автобус Мастер, и мы находимся в очень печальном и грустном месте, неподалеку от Минской улицы. За моей спиной вы можете наблюдать остатки бывшей электрифицированной узкоколейки Ивановского силикатного завода. Последний раз, когда я здесь был в 2017 году, здесь еще ходили поезда, лежали рельсы, жизнь била ключом. Нынче же от узкоколейки ровным счетом почти ничего не осталось. Только лишь шпалы, да несколько ниток рельсов на переезде с Минской улицей. Даже опор контактной сети почти не сохранилось. Ну а теперь об истории узкоколейки Ивановского силикатного завода. Завод был основан в 1931 году. Тогда же уже появилась на его территории узкоколейка. Где-то в 30-е годы, собственно, узкоколейка начала действовать на полную катушку. И уже по состоянию на 40-е годы она перевозила, внимание, торф. Торф она изначально возила. В 60-х годах произошла электрификация. И на узкоколейку поступили электровозы шахтного типа К-10. В лучшие годы протяженность узкоколейки составляла более 20 километров, а рабочий процесс проходил аж в 3 смены. В 80-е годы прошла глубокая модернизация узкоколейки. На участке от завода и до Минской улицы узкоколейка стала двухпутной. Само пересечение с Минской улицей очень интересное. Из-за того, что габарит подвижного состава узкоколейки ниже габарита автотранспорта, на переезде контактного провода не было. Он прерывался перед переездом и продолжался после. Это место поезда проходили на выбеге. После чего имелась стрелка, два пути сливались в один, линия расходилась на две линии, на разные карьеры. Первый раз, когда я здесь был в 2010 году, линия действовала уже только на один карьер, на другой путей не было. Оставалась только просека и контактная сеть. Год от года уменьшалось количество поездов в связи с постепенным исчерпанием запасов песка на карьере, что, к сожалению, послужило ее закрытием. В 2018 году случилось сие неприятное событие. Узкоколейка была закрыта, а вывоз песка начался с другого карьера автотранспорта. На текущий момент, как я уже сказал, от узкоколейки остались рожки до ножки. И узкоколейка Ивановского силикатного завода навсегда ушла в историю.
Однако, по неподтвержденным данным, на территории самого завода некоторая часть путей сохранилась электрификация, и служебное движение может осуществляться. По аналогии с узкоколейкой Тверского комбината строительных материалов, где также на территории комбината была электрифицирована узкоколейная железная дорога с такими же электровозами типа К-10 и К-14. На моем канале в Дзене есть статья, где я рассказываю об этой узкоколейке, когда она еще действовала. Если вам интересно, ткните на ссылочку в описании. Троллейбусы в городе — это, конечно, хорошо, но гораздо лучше, если в городе есть трамвай. Трамвай имеет следующее преимущество перед троллейбусом. Во-первых, он ездит по рельсам, а значит, ему не страшна непогода и не нужно менять резину. Также трамвай можно масштабировать, то есть по мере увеличения пассажиропотока можно сцеплять несколько вагонов в поезда, чего нельзя сделать с троллейбусами. Хотя в Советском Союзе было возможно и с троллейбусами. К сожалению, власти Иванова не знали об этих преимуществах, поэтому в 2008 году, а именно 1 июня, трамвай вышел на маршрут в последний раз, после чего система была закрыта. За моей спиной территория, на которой раньше находилось трамвайное депо. Еще в 2010 году здесь можно было увидеть 2 вагона снегочиста, а также кузов вагона КТМ-1, который впоследствии отправили в Ярославль на реставрацию. К сожалению, реставрация так и не была закончена. А трамваи поехали по Иваново в 1934 году. В разные годы здесь работали различные трамвайные вагоны. Например, фонарные из Москвы, Хашки, а также поезда КТМ-1, КТП-1, КТМ-2, КТП-2. Это были двухосные вагоны Усть-Катавского завода. Из более современных КТМ-8, которые проработали здесь с 1993 по примерно 2005 год, их было всего лишь 9 штук, а самые массовые вагоны в Иваново это были, конечно же, наши любимые КТМ-5, которых здесь было под 100 штук. Самое интересное, что хоть КТМ-5 и старше, чем КТМ-8, движение в городе закрывали именно они, а КТМ-8 даже не дожили до этого момента. На сегодняшний день о существовании ивановского трамвая не напоминает почти ничего. Разве что при помощи микроскопа можно отыскать какие-нибудь элементы контактной сети, вроде крепления контактных проводов или чего-нибудь такого. А рельс, контактной сети и другого трамвайного хозяйства здесь уже совсем не осталось. До 2016 года около железнодорожного вокзала еще лежали трамвайные пути. Вот так они выглядели в 2010-м. А что это за странный троллейбус, друзья мои? Лично мне довольно сложно догадаться. Вроде бы у него морда от ЗИО МТРЗ, а вот кузов у него похоже на Трользу Оптиму. Ничего себе, я, кажется, понял, что это был за троллейбус. Это был единственный в своем роде троллейбус Трольза Оптима, модернизированный на московском троллейбусоремонтном заводе, у которого была морда от троллейбуса ЗИУ-682 ГМ-1 с низкими расположенными фарами. Господи, я наконец-то выучил эту бредятину. Короче, этот странный троллейбус единственный в своем роде. Не сказать, что он красивый и суперинтересный, но тем не менее. Вот такой троллейбус есть в Иваново. Кстати, раньше, когда этот троллейбус работал в Москве, выглядел он вот так. А вот еще один интересный в определенной степени троллейбус. Бывший московский ЗИУ-682 ГМ-1 с широкой передней дверью. Модернизация Московского троллейбусно-ремонтного завода. В свое время таких троллейбусов было очень много в Москве, где-то так года до 2014-2015. Причем это, насколько я могу видеть, поздний вариант, у которого двери планетарные, то есть двухстворчатые. Сам по себе троллейбус не то чтобы слишком интересный. В Москве их было очень много, и я никогда не был от них в восторге. Но здесь, в Иваново, он хотя бы имеет прикольную окраску. А теперь, друзья, мы с вами влезем в сложную, бесполезную и неинтересную иерархию троллейбусов Московского троллейбуса-ремонтного завода. И за моей спиной борт 455. Он называется ЗИУ-682 ГМ-1. Такие троллейбусы производились... Хотя нет, не производились, это были модернизированные ЗИУ-682, которые делались на Московском троллейбусно-ремонтном заводе. И было их целых 3 разновидности. Ого-го! Первый из них ЗИУ-682 ГМ. Это обычный ЗИУ-682, у которого просто была квадратная крыша, и все, больше никаких отличий. К слову сказать, вся серия ГМ отличалась квадратной крышей. Так вот, ЗИУ-682 ГМ-1, тот, который только что уехал, у него на крыше уже появился большой ящик с электрооборудованием. И, наконец, ЗИУ-682 ГМ-1 с широкой передней дверью, вы не поверите, это название модели. Он отличался тем, что у него была широкая передняя дверь. Кто бы мог подумать.
Я уже вам показал ЗИУ 682 ГМ-1 с широкой передней дверью, и вот наконец-то мне попался ГМ-1 без широкой передней двери, с узкой передней дверью. Такой же, как обычный ЗИУ 682 Г, только у этого квадратная крыша и ящик с электрооборудованием на крыше. Да для чего только я все это рассказываю? Потому что на самом деле троллейбус-то и не особо интересный. Но дело в том, что таких троллейбусов было много, опять-таки, в Москве в 2010-е годы. А 2010-е годы в Москве — это мое любимое время и место. Поэтому любые троллейбусы, связанные с этим временем и местом, кажутся мне интересными. Спасибо всем, кто дослушал эту бредятину до этого момента. А что касается трамвая, то я надеюсь, что когда-нибудь в прекрасной России будущего этот вид транспорта вернется на улицы Иванова и будет радовать горожан и жителей города своими звонками, высокими скоростями, современными рельсами, современными вагонами и далее по списку. Кстати, а что у нас по автобусам? Ивановская администрация середины 2010-х годов победила и этот общественный вид транспорта вслед за трамваем. В городе примерно в середине, собственно, 2010-х годов не осталось муниципальных автобусов. А с ними не осталось, в принципе, автобусов большого класса. Последний из которых я как-то видел, примерно году в 2014, и то это были единичные автобусы частных перевозчиков. Вроде там МАЗа 104 или 103 я видел. Красивейшего Мерседеса 307-го. А сегодня, например, видели 407-й Мерседес в очень удручающем состоянии. При этом все остальные автобусные перевозки осуществляются автобусами средней вместимости и малой вместимости, что говоря проще, маршрутками. Если говорить о их модельном ряде, то это ПАЗ 3205, ПАЗ Вектор, Богдан А92, всякие всевозможные Ситроены, Боксеры и прочее, вот эта вся ерундистика, которая меня лично удручает. То есть в Иваново приезжать за автобусом абсолютно бессмысленно. Здесь нечего ловить, кроме туристов. Здесь большие автобусы — это только туристы и междугородники, наверное, остались. А все остальное — это вот эта вся вот какая-то шелуха, честно говоря, которая выглядит грустно и уныло. Разве что богданчики желтенькие, яркие, да, ничего такие. Сказать, чтобы я бегал за богданчиками, да, можно, наверное, если бы сегодня была хорошая погода, я, может быть, сделал бы несколько фотографий, да. Но, увы, у нас сегодня наступила зима, точнее, наступила она не сегодня, а сегодня она решила немножко растаять, и поэтому на дорогах замечательная снежная каша, соответственно, фотографировать ничего не хочется. Остается даваться только воспоминаниями. Вот, например, когда мы приехали сюда в первый раз в 2010 году, здесь еще были большие автобусы, причем как у муниципального перевозчика, это были Mercedes-Benz О325, те самые московские красавчики бело-красные, боже мой. А помимо этого здесь можно было встретить еще, наверное, более редкие автобусы в России, чем эти Мерседесы. Это Корозы 734 и 934. Это же вообще чешский автобус, которые в Россию попадали, просто какими-то невероятными обстоятельствами. И городов, в которых они эксплуатировались, по пальцам одной руки можно было пересчитать. На память я вспоминаю, разве что, по-моему, в Омске они были. Вот. А так, чтобы вот прям где-то еще массово, да нигде. А после 2010-го, собственно, пошла вот эта полнейшая стагнация. В 2012-м, помню, мы приехали, видели мы несколько Мерседесов. Говорю, в 2014 году я видел пару автобусов. Сегодня мы видели один. Представьте, на город с порядка 300 с лишним тысяч населения. По городу ездит сотни маршруток. Соответственно, с этим есть и проблемы. Может быть, сейчас они, конечно, устранились, но раньше была проблема с тем, что ты приходишь на остановку, а на ней никакой информации, ничего. Может быть, сейчас, конечно, ситуация изменилась, надо бы, наверное, сходить на автобусную остановку и посмотреть на этот счет. Стало ли лучше хотя бы в этом плане? Но я же говорил, ничего здесь не изменилось. Есть только название и никакой информации о маршрутах. Никакой. С точки зрения автобус-мастера в Иваново делать ничего. Решительно нечего. Поэтому рекомендую вам, например, съездить во Владимир, если вы любите Мерседесы. Замечательный город, не менее красивый, с тонной Мерседесов. С вами был автобус-мастер. До встречи в новых городах.
памятник Генкиной Ольге Михайловне, российской революционерке начала 20 века, которая действовала в интересах большевиков. Это отличное место, чтобы спрятать для вас призовую карточку. Но на самом деле Генкина никакого отношения к моей карточке не имеет, просто в ее памятнике есть дырка, в которую можно карточку положить. Кстати, видео про этот тепловоз вы можете посмотреть вот по этой ссылочке. Поехали! Во! Если карточка там не найдется, не расстраивайтесь, ведь главное видео, которое вы снимете о поисках этой карточки. Ну шо, пацаны, как вам Иваново? Правда, классный город? Правда, я не буду давать оценку в этот раз, потому что сегодня была плохая погода, короткий световой день, время года неудачное и все такое прочее. Да и что можно понять за пару часов? Поэтому очевидно, что придется ехать в Иваново еще раз, чтобы точно определить его место в моем рейтинге городов. Хотя для начала можно поставить Иваново после Великого Новгорода, потому что здесь, на мой взгляд, в отличном состоянии находится троллейбусная сеть. Но в любом случае приезжать в Иваново придется обязательно. А как тебе Иваново? Ну, если говорить исключительно об организации общественного транспорта, а в частности об автобусах, то здесь требуется серьезнейшая работа. Здесь требуется реформа, потому что то, что есть сейчас, это никуда не годится. Кстати, я нашел одну остановку, на которой есть хоть какая-то информация об общественном транспорте, который через нее проходит. Но, черт побери, одна остановка в 300-тысячном городе. Может быть, где-то есть другая, вторая такая же, скучающая. Пока в Иваново не произойдет подобная реформа, ловить здесь абсолютно нечего. Не считая, конечно, каких-то достопримечательностей вот этого всего, но сейчас речь идет не об этом. А с вами были Игорь Абросимов и Автобус-мастер на канале Блог ЖД Фотографа. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. Пишите ваше мнение в комментариях и смотрите другой контент на нашем канале. До новых встреч! Пока-пока!